Далеко не все солдаты вермахта хотели сражаться и погибать за сумасбродные планы Гитлера и верхушки нацистской партии. Некоторые добровольно сдавались в плен, а кто-то дезертировал и присоединялся к партизанским отрядам, где и воевали против своих бывших сослуживцев. Переход немцев к советским народным мстителям не был массовым. Но в архивах сохранилось несколько историй об этих людях. Самым известным немецким дезертиром, который присоединился к советским партизанам, был ефрейтор Фриц Ганс Шменкель. Отец Ганса был коммунистом и еще в 1923 году погиб в драке с нацистами. За отказ воевать и идти на службу в вермахт получил тюремный срок. А когда Германия напала на Советский Союз, согласился принять участие в войне. Осенью 1941 года Шменкель дезертировал и хотел попасть в Красную армию. При переходе линии фронта его задержали партизаны, и зимой 1942 года его приняли в отряд «Смерть фашизму». Бойцы дали своему немецкому соратнику прозвище Иван Иванович. Шменкелю сначала не доверяли, однако после того, как он лично убил немецкого солдата, ему дали в руки оружие. В мае 1942 партизаны столкнулись с танками противника и стали отступать. Иван Иванович посоветовал командиру стрелять по закрепленным на технике бочкам с горючим. В ходе боя отряд сжег 5 немецких бронемашин. Постепенно Ганс, как хороший и умелый боец, стал пользоваться авторитетом среди партизан. Он учил их пользоваться трофейным оружием и однажды, переодевшись в форму генерала вермахта, заманил в ловушку немецкий обоз с боеприпасами и провиантом. Во время окружения партизан карателями Иван Иванович 2 недели отбивался вместе с отрядом от преследователей. И через месяц, когда его все уже давным-давно похоронили, обмороженный и обессиленный, сам отыскал своих. Когда немцы узнали, что против них воюет дезертир, то пообещали местным жителям за голову Шменкеля дом, землю и корову, а немецким солдатам 25 тысяч марок и 2-месячный отпуск. В декабре 43-го Ивана Ивановича для диверсионной операции отправили за линию фронта. Однако в январе его задержали и расстреляли в Минске. В последнем письме семье он написал: «Извините меня за беспокойство, которое я вам причинил, что до конца шел по избранному пути. Но я не отказываюсь от своих дел и в последние часы своей жизни. Навстречу своему расстрелу я иду смело, так как умираю за хорошее дело». В 1961 году сотрудники КГБ обнаружили доказательства того, что отряд под командованием Фрица Шменкеля полностью уничтожил крупное соединение полицаев. За все военные заслуги Ивана Ивановича удостоили звания Герой Советского Союза. Во время войны он получил орден Красного Знамени.